Здравствуйте, дорогие мои имперцы! Расскажу-ка я вам сказочку про злых кротов. Как-то, наевшись выпечки западной, по недоразумению на какой-то помойке возле леса найденной, да на весь свет обозлившись, стали злые кроты остальным зверям каверзы всякие учинять. У кого урожай весь стащат, кому гнездо разорят. А возле разбитых скорлупок до ботвы пожухлой еще и след медведя своими кремовыми лапками вытоптывать повадились. Мол, не они это, а Мишка пакостит. И тянулось все это долго, покуда злые кроты, по наущению падальщиков из-за пустыни, что на западе за большой водой, не стали пытаться до скотомогильников докопаться и в лес мор жуткой принести, чтобы, как они пищали, «От медведя защититься, а тут вон он что творит!» Понял тут медведь. Совсем злые кроты нюх потеряли, к зрению в придаче, да и к мозгу тоже. Может, печенье Нуландяночка фабрики «Вашингтонские зори» просрочено было, а может быть, злые кроты до выгребной ямы местного лесника докопались, который очень любил грибы, мультфильмы на камнях смотреть и с деревьями о политике разговаривать. Кто ж знает. Стал медведь рычать голосом страшным, да топать лапами могучими, да так, что кроты со своего в леса в выгребную яму лесника попрятались. От ужаса ходы за собой заделали. Ну, сами знаете, чем. И законопатили все. Сильно, качественно злые кроты испугались, обратно уже не расконопатить. И сидят они теперь в той яме, ума, разума да запаха неприятного полные легкие набираются. А медведь лишь кругами ходит да порыкивает. Воспитывает, значится. Не кротов, падальщиков из пустыни, чтобы им впредь неповадно было свой нос в лес совать. Вот и сказочки конец. Кто не крот, тот молодец. Спасибо нашим друзьям из дзен-паблика «Музей города Н». Они клевые ребята. Подписывайтесь, ссылочка под этим видео. Да и на нас тоже подписывайтесь, мы будем тоже рады. А вам спокойной ночи, дорогие мои имперцы.